Меня зовут Элина Федорова, я модель, блогер и создатель онлайн-фитнес-платформы Wispens. Сегодня будет очень интересное видео о шопинге. Я знаю, что меня много смотрят девочек, которые учатся в университетах, в школах, и поэтому сегодняшнее видео для вас. Сегодня мы вместе пойдем по магазинам, и я подберу аутфиты, которые подойдут на осенний период времени для девочек, которые учатся. Я вспоминаю себя в тот период времени, конечно же, я получала стипендию, я старалась хорошо учиться, чтобы получать повышенную стипендию. Также я подрабатывала со второго курса, и, собственно, на эти деньги я покупала себе вещи. Сегодня я буду ходить по магазинам, которые вы все знаете и которые наверняка есть в большинстве больших городов, поэтому у вас не составит никакого труда найти, в принципе, эти вещи, либо же купить что-то подобное. Ну что, ребят, я не буду оригинальна. Когда речь идет о масс-маркете, первое, что приходит в голову каждому, это Zara. Конечно же, это тот магазин, где большой выбор, где есть неплохая стильная одежда для молодежи и также демократичные цены. И первое, что я вижу, это пиджаки, жакет. Это то, что нужно иметь на учебу всегда. Мне кажется, любая девушка должна иметь, конечно же, классный пиджак, а тем более они сейчас в моде, актуальны, и очень много действительно классных стильных пиджаков. А если хотите быть стильными, купите пиджак на размер больше. Мне нравятся пиджаки oversize, они выглядят круто. Я помню, раньше, в те времена, я обдумывала, так, а какой завтра наряд я надену, потому что, не знаю, когда ты едешь куда-то каждый день, где ты в коллективе, ты больше как-то думаешь об одежде. Ну и плюс, конечно же, когда тебе 18 лет, ты еще слишком озадачен этим вопросом, тебе кажется, что это супер важно. Единственное, что я вспоминаю не особо с любовью, это погоду, потому что, когда я училась, была мерзкая какая-то погода, я всегда любила очень светлую одежду и светлую обувь, но когда я выбирала эту одежду, я каждый раз думала, блин, ну это же мне нужно ездить в универ, это пробки, это много людей в транспорте, поэтому это было немножко проблематично. Раньше, наверное, самые любимые вещи в гардеробе моем были свитера. Я обожала различные свитера. Мне очень нравилась крупная вязка. Я взяла очень много вещей, у меня сейчас руки отвалятся. Я пошла в примерочную, я думаю, что я наверняка много из этого всего возьму, если я его донесу. Ну что, я вышла из Zara, скупила, сейчас направляюсь в магазин Topshop. Topshop – это один из моих самых любимых магазинов среди масс-маркет, потому что здесь недорого и всегда очень стильные, классные вещи. Я думаю, что это один из самых крутых магазинов, которые могут выбрать для себя студенты, школьники. Очень симпатичный костюмчик, может примерить. Кстати, под этот костюмчик можно надеть как и кроссовки, так и туфли на низком ходу, на высоком. Мне кажется, миленько очень. Как, ребят, я вам рассказывала, комбинезончики сейчас очень актуальны. Мне кажется, для учебы тоже неплохой вариант. Конечно же, я не могла не заметить отличий, как одеваются украинские и русские студентки и как одеваются американские студентки. Я сейчас нахожусь на территории одного из университетов американских. Везде по сторонам ходят студенты, и я вижу, что они одеваются, честно, как попало. То есть это и леггинсы, это просто спортивная одежда. И преподаватели абсолютно нормально к этому относятся. То есть я так подозреваю, самое главное, чтобы они нормально учились. Если мы сейчас говорим про школьников, конечно же, там построже. Там нужно одеваться подобающе. Если это обычная школа, они одеваются просто в какую-то casual одежду. Если это какая-то платная частная школа, то, конечно же, там существует специальная школьная форма. Школьная форма, кстати, родом с Великобритании. Она появилась еще в 13 веке и распространилась по всему миру где-то в 16 веке. В Америке школьная форма появилась 40 лет тому назад. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, нужна ли вообще школьная форма, либо же нет. Я не могу сказать однозначно, школьная форма есть хорошо или нет. С одной стороны, школьная форма дисциплинирует, все выглядят одинаково примерно, но в то же время, если мы сейчас говорим о детях, о подростках, да, это тот период времени, когда хочется самовыражаться. В этот период времени очень, на самом деле, сложно, как мне кажется, вот носить в школу все время одно и то же, особенно для девочек. Так, ну что, ребят, я, в принципе, готова, нужно идти на кассу. Главное, я не знаю, как я буду сегодня ехать с торгового центра, чтобы все это дотащить.
Я, кстати, ребята, училась в университете на специальность информационной сети связи, факультет информационной технологии. Я по профессии вообще инженер. Я 5 лет отучилась на технической специальности. И да, я и дня не работала по своей профессии, но тем не менее я очень рада, что я училась в университете. И могу сказать, что я развивалась все эти 5 лет. Да, я не была инженером ни дня в своей жизни, но тем не менее это было круто. Я учила те предметы, которые мне раньше тяжело давались. Например, у кого-то из вас тоже такая ситуация, что вы учитесь на ту профессию, которая не совсем по душе, и вы чувствуете, что, возможно, вы не будете по ней работать, не расстраивайтесь, потому что, в принципе, с любой ситуации можно вынести что-то хорошее. А тем более, когда мы говорим про образование, если вы чему-то учитесь, это все равно круто. Это новые друзья, это новые знакомства, возможности, это новые знания. Вы никогда не знаете, к чему это может привести. Возможно, в том университете, на той специальности, которая вам не нравится, вы можете встретить того человека, который приведет вас и подскажет вам, либо даст какую-то идею того, чем вы потом в итоге будете заниматься в своей жизни. Жизнь, она такая, на самом деле, очень интересная, непредсказуемая, поэтому, ребят, получайте удовольствие от вашей студенческой, либо же школьной жизни. А теперь поговорим подробнее об аутфитах, которые подойдут для школьниц и студенток. Я считаю, что в гардеробе каждой девушки должно быть хотя бы 2 костюма. Один в классических цветах и другой более яркий, как, например, на мне. Костюм отлично смотрится на загаре, подчеркивает фигуру и привлекает внимание окружающих. Я отдала предпочтение длинному пиджаку и укороченным брюкам, так как такая комбинация сейчас в тренде. Стрелки на брюках и открытая лодыжка будут подчеркивать длину ног и делать их визуально длиннее, особенно если вы добавите светлую обувь на каблуке. С помощью такого удлиненного пиджака можно не только создавать классические образы, но и расслабленные, если сочетать его с более casual, почти спортивными вещами. А если еще добавить стильные объемные кроссовки, то у вас получится классный аутфит в стиле спорт-шик. Очень много звезд одеваются в таком стиле, например, Белла Хадид и Риhanna. Следующий образ – это легкая мини-юбка в сочетании с теплым вязаным свитером. Мой совет – не бойтесь комбинировать различные фактуры в одном образе. Этот прием заставит обычные вещи выглядеть абсолютно по-новому и подчеркнет плюсы каждой вещи по отдельности. В качестве обуви я выбрала высокие ботинки на шнуровке, которые отлично играют на контрасте с девчачьим верхом. В то же время их светлый оттенок комбинируется со свитером и логически завершает этот лук. Если вы предпочитаете стильный минимализм в одежде, то оверсайз пиджак, надетый на базовый топ, в сочетании с широкими штанами станет вашим вариантом. Стиль оверсайз идеально подходит большинству девушек. Для стройных девушек мешковатые вещи подчеркивают женственность, хрупкость, а для чуть более полных девушек такая одежда помогает скрывать проблемные зоны. Кроссовки как раз разбавляют этот костюм и добавляют то чувство свободы, которое так важно для молодых девушек. Самое классное, что одна и та же одежда может выглядеть иначе, если комбинировать ее с разной обувью. Те же широкие штаны, надетые вместе с босоножками на каблуке вместо кроссовок, создают уже абсолютно новый лук. Каблуки придают элегантности и серьезности, но в то же время сохраняется непринужденность и легкость за счет оверсайз брюк и рюкзака. Говоря про нестандартные сочетания, легкое воздушное платье в мелкий цветочный принт вместе с армейскими ботинками создадут современный молодежный образ. Если вы выбираете кожаные ботинки под легкое платье или юбку, для завершения гармоничности образа вам понадобится деталь, которая поддерживает обувь и хорошо с ней визуально сочетается. В моем случае это черный кожаный рюкзак. Также это может быть простая черная кожанка, либо пальто оверсайз. На более прохладную погоду можно надеть свитер на платье, и это добавит образу романтичности и своего рода уюта. Если вы хотите смягчить брутальность такой обуви, ее можно дополнить гетрами, либо же гольфами некрупной вязки. Если же вместо романтики вам хочется более дерзкого, но в то же время стильного аутфита, обратите внимание на винтажный спортивный стиль. Спортивный стиль характеризуется динамичной, яркой, не стесняющей движения одеждой, которая отличается еще и практичностью. Куртки, либо же ветровки с широкими рукавами, объемные штаны – все это поможет создать вам подобный образ. Для тех девушек, которые выбирают более спокойные женственные образы, подойдет сочетание твидовой мини-юбки со светлой водолазкой и плюшевой курткой. Также помните, что аксессуары играют очень важную роль при составлении лука. Они завершают образ и делают его еще более интересным. В данном случае я выбрала берет. Он
он способен сделать образ более оригинальным, ярким и женственным. Берет лучше всего выглядит с распущенными волосами и должен лишь слегка прикрывать лоб. Если вы ищете универсальную вещь, которую можно носить в любое время года, обратите внимание на комбинезон. Его удобно носить даже в ежедневном ритме. В холодное время года актуально подобрать модели из теплых тканей с длинным рукавом. Подойдут абсолютно любые аксессуары и обувь. Все зависит от времени года и стилистики самой вещи. Я выбрала лаковые ботильоны, чтобы образ стал более элегантным. Также разбавила этот образ кожаным рюкзаком для создания более повседневного лука. Когда хочется выглядеть современно, но в то же время нет желания тратить много времени на одежду, возьмите яркий свитшот. Можно укороченный, как у меня, он станет вашим основным цветом-акцентом. Наденьте его со свободными casual штанами и объемными кроссовками. Такой образ будет комфортным, но в то же время трендовым в любое время года. Что касается верхней одежды, сейчас по-прежнему в тренде пальто оверсайз. Это не только стильно, это еще супер практично. Подобное пальто оверсайз вы можете надевать как и на женственные образы, например, каблуки, платья, юбки, так и наоборот на casual, на спортивные образы. Используя, например, кроссовки, это будет выглядеть тоже супер стильно. Ребят, спасибо всем за просмотр, я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, ставьте лайк, также напишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. Пока!